Почему часто появляется вечерний голод? Разберем несколько причин. Первое, конечно же, неправильное питание, а особенно употребление большого количества простых или, как их еще называют, быстрых углеводов. Это наши сладости. Когда вы употребляете большое количество сладкого, сильно поднимается сахар в крови. Что это означает для нашего организма? Это означает, что большое количество инсулина будет выработано для того, чтобы опустить этот сахар. Он сильно опустится, потом его нужно будет поднимать, и именно поэтому вы почувствуете ощущение голода. Вторая причина– это гормон лептин. Гормон лептин контролирует чувство насыщения. Вот у людей, которые страдают лишним весом или ожирением, у них может быть такая небольшая резистентность к этому гормону. То есть он не работает так хорошо, как должен. Именно поэтому такие люди могут ощущать чувство голода намного чаще или больше. В данных случаях, конечно, поможет только здоровый образ жизни и снижение веса до здоровой отметки. Третья причина, и, на мой взгляд, она самая частая и достаточно тяжело с ней справляться, это стресс. Во-первых, это, конечно, связано с нашим гормоном стресса кортизол. Да, мы все про это знаем, и когда кортизол находится на высокой отметке, то мы ощущаем чувство голода намного больше, намного чаще. Исследования показывают, кстати, что именно такой острый стресс вызывает чувство голода. Мы до конца еще не разобрались в этой теории, но в целом мы понимаем, что если стресс острый, то вы будете ощущать голод. А если стресс хронический, то наоборот, у вас будет снижен обмен веществ, вы будете есть, вы будете поправляться, но такого острого чувства голода вы ощущать не будете. Также может быть связано с заеданием стресса, именно с механическим движением. То есть вам приятно потратить свою энергию и высвободить этот стресс, который вы ощутили, на продукт питания. В таких случаях я очень часто рекомендую использовать менее калорийные продукты, например, такие как морковка или сельдерей, которые, возможно, не такие вкусные, как булочка, но они действительно такие хрумкие, их очень приятно жевать, хрустеть, и вы больше вот этой физической энергии потратите на их употребление. Я люблю огурец. Огурец тоже пойдет. Может? Отлично. А помидоры? Помидоры тоже, все пойдет. Но просто огурец, его хорошо хрумкать, и он прям такой вот, получаешь какую-то сатисфакцию от этого звука. Но еще есть такой момент, как себя вознаграждение в конце тяжелого трудового дня. Поэтому, когда вы приходите домой, еда — это все-таки у нас наслаждение, еда — это времяпровождение. Поэтому люди очень часто, не зная, что бы еще им поделать, выбирают поесть. Не стоит этого делать. Какие же ошибки приводят к тому, что вечером мы очень хотим есть? Первое — это, конечно же, недостаточное употребление калорий в течение дня. Просто организм ваш не насытился, вы не дали ему достаточно пищи, поэтому, когда вечером вы приходите домой, хочется съесть вообще все, что перед вами лежит. Многие не употребляют полноценный прием пищи. Да, например, особенно завтрак. Мы можем выпить просто чашку кофе и бегом-бегом убежать на работу. Кофе не содержится ничего, хорошо, если вы попили его с молоком. Если без молока, то еще хуже. Поэтому постарайтесь все-таки ваши главные приемы пищи делать полноценными, чтобы они содержали все группы продуктов. А это овощи и фрукты, цельнозерновые углеводы, это молочные или их заменители, если у вас аллергия, и мясные или их заменители. Вторая ошибка — это строгие ограничения, или там какие-нибудь супермодные диеты, которые заставляют вас голодать, голодать и голодать. Если вы не получите достаточное количество калорий или будете постоянно запрещать себе что-то вкусное съедать, то, конечно, это приведет к срывам, просто несомненно. Поэтому позволяйте себе. Не так часто, но иногда позволяйте, для того, чтобы вы потом не переели. И, конечно, старайтесь не сидеть на диетах. Диета не приводит ни к чему хорошему, только, конечно, если это не какая-то временная лечебная мера, которая была назначена вашим врачом. Любая диета, любое строгое ограничение приведет, наоборот, к набору веса. И чем чаще вы будете сидеть на диетах, тем больше вы будете набирать вес, и тем сложнее вам будет потом с ним справиться. И третья ошибка, которую люди очень часто совершают, это пропуск приемов пищи. Во-первых, не все могут выдержать пропуск даже между главными приемами пищи, поэтому мы часто советуем употреблять перекус. Да, если вы не можете, например, ничего не есть между завтраком и обедом,
возьмите, перекусите грушей, йогуртом или еще чем-то небольшим. Но очень часто люди, вот попив даже тот же самый кофе утром, убегают на работу и до вечера ничего вообще не едят. Ну и, конечно, придя вечером домой, они съедают все, что перед ними находится. Ну и надо понимать, что часто желание употребить что-то из продуктов питания, это может быть просто самая банальная привычка. То есть даже тот же самый голод вы можете не ощущать, и вроде как вы поели, и все хорошо, но все равно рука тянется за чем-то вкусным. Ну, просто потому что вот вы так привыкли, у вас это с чем-то ассоциируется, и поэтому вы лезете за лишней конфетой или за лишним бутербродом. Как избавиться от вечернего голода? Ну, конечно же, это правильный ужин. Старайтесь, чтобы этот прием пищи все-таки был полноценным. Возвращаемся к нашей пресловутой здоровой тарелке. Чтобы на тарелке у вас были овощи, да, то есть положите туда салат, чтобы у вас был источник белка, ну, например, кусок рыбы, чтобы у вас были цельнозерновые углеводы. Ну, что мы сделаем? Мы сварим к этой рыбе булгур, и у нас остаются молочные продукты. Вы можете, например, сыр порезать в салат, или вы можете сделать молочный соус для рыбы. Вот, пожалуйста, у вас ужин полноценный, и таким образом вы не будете тянуться ни за какими конфетами, ни за какими орехами и так далее после того, как вы поужинаете. Ну, если вы после всего того, что я сказала, все равно чувствуете, что вам сложно справиться с голодом вечером, старайтесь сделать ваш прием пищи, ну, как сказать, чтобы он содержал больше жидкости. Это не обязательно пить воду, хотя пить воду — это хорошо, можете выпить воду. Это может быть суп, который также содержит ту самую воду, и вы можете есть свою жидкость. Это могут быть очень водянистые фрукты и овощи. Ну, например, огурцы, они состоят на 98% из воды. Это поможет просто механически наполнить ваш желудок, и вы будете меньше ощущать чувство голода. Ну и стоит, конечно, бороться с эмоциональным перееданием, потому что очень часто мы не голодны на самом деле, а просто хочется чего-то пожевать. Поэтому, ну, первое, если действительно прям очень хочется пожевать, вспоминайте снова про морковку, про огурцы, про сельдерей, низкокалорийные продукты, от которых вы получите удовольствие, когда вы их грызете. Второе, что вы можете сделать, это всегда заменить вашу, ну, будем говорить, плохую привычку на что-то более полезное. Да? Почувствовали, что рука тянется за продуктом питания, а вы понимаете, что не стоит, потому что вы не голодны. Не знаю, пойдите погуляйте, сделайте что-то, я не знаю, поиграйте на инструменте, почитайте книгу, замените эту плохую привычку чем-то более полезным. Можете, кстати, помедитировать, можете заняться йогой, отвлекитесь на что-либо другое для того, чтобы ваша рука не тянулась к продуктам питания.